Рынками занимаюсь я уже 15 лет, и за эти 15 лет добился довольно неплохих результатов. В своей торговле я использую разные методы, в основном, конечно, технический анализ, но не в классическом понимании, как об этом учат в разных онлайн-школах. Мой подход основывается на спросе и предложении, покупателях, продавцах, перетекании капитала, и все это позволяет мне зарабатывать уже не первый год. Недавно я подсчитал, что около 20% моих сделок, они носят прорывной характер. То есть я нахожу места, где рынок делает прорыв и захожу в него. Я вам оставлю вот здесь ссылку, она приведет вас на плейлист, где я демонстрирую свои сделки, и вы убедитесь, что в принципе вот как раз таки около 20% я использую именно прорывов. Когда я начал все это торговать, я понял, что классический технический анализ, как он нас учит торговать прорывы, это полная шляпа, нерабочая. Во всяком случае, в моем случае, она вообще никогда, видимо, не работала. У меня даже есть подозрение, что это, в принципе, не работает. Чему нас учит технический анализ? Это покупать либо продавать в случае прорыва. Положим, рынок у нас растет, формирует здесь трендовую линию. И чему учит теханализ? В случае, если происходит пробой, мы встаем в область пробоя. К сожалению, когда я это делал, я постоянно попадал в ложные пробои. Рынок разворачивался, я терпел на этом фиаско. Это было постоянно, причем это касалось не только такой обычной классической фигуры, но и вот такой фигуры, которая сейчас появляется очень часто на крипте или на российском рынке. Появляется своего рода как некий клин. Ты можешь покупать от низа, продавать от верха, и каждый раз рынок здесь демонстрирует ложные выходы. И, естественно, если бы я, не дай бог, использовал здесь классический технический анализ, я бы без штанов остался очень быстро. В конечном итоге я, естественно, стал советоваться с более умными и с более опытными трейдерами. Сам стал смотреть, и я понял, что этот подход, он не работает, его нужно менять. Что я понял? Я понял, что как бы это ни звучало парадоксально, но если рынок, например, пробивает эту трендовую линию, нужно не искать продажи, а наоборот, как бы это ни странно, искать покупки. Я стал делать от обратного. Долгое время я сидел вот на такой стратегии, я торговал от обратного. Это принесло какие-то результаты, но я бы не сказал, что результаты были слишком фантастические, поскольку в ряде случаев рынок все-таки уходил дальше вниз, ну и, соответственно, здесь я терпел на этом фиаско. Однако, как ни странно, результаты были. И, в общем, можно было бы на этом и остановиться, и использовать это, поскольку в долгосрочной дистанции все-таки мой подход, он более выживаем, и на моем подходе я гораздо больше бы заработал в долгосрочной дистанции. То есть, когда ты здесь заходишь в покупку, либо усредняешься, да, когда рынок идет ниже, ты еще усреднишься, потом рынок разворачивается, и ты выходишь в плюс. Понятное дело, что убытки, в случае, если рынок идет не туда, все равно нужно фиксировать, это понятное дело. Невозможно усредняться до безумия, до бесконечности. Тогда я стал задумываться, как сократить количество ложных ходов. Этот вопрос реально мне не давал покоя. Я буквально ложился спать, думал об этом, просыпался, думал об этом. Работал, тоже думал об этом, и, в общем, это просто было какое-то безумие. Что я заметил? Я заметил, что когда рынок собирается куда-то двигаться, допустим, это какой-то клин, а рынок начинает пилить у той стороны, в которую будет пробой. То есть он как бы, потом более опытные товарищи говорили, он как бы залипает к этому месту, как бы залипает вот к уровню, который он собирается продавать. И, в общем, это все ложилось на ту теорию, которую я уже на тот момент имел. В рынках у нас есть рыночные лимитные покупатели и продавцы. И когда, например, рынок у нас находится в такой структуре, естественно, его каждый раз подпирают заявками на покупку. И если рынок залипает больше к нижней границе, это означает, что продавцы здесь очень сильные. Они выкупают вот эти вот заявки на покупку. И рано или поздно заявки будут выкуплены, и рынок свалится вниз на стопах, опять-таки, вот этих покупателей. Причем вот этот эффект, я его назову залипание, оно относится не только к таким структурам, оно относится и к структуре, например, трендового движения. Если рынок начинает здесь залипать, с большой вероятностью будет истинный пробой, то есть рынок все-таки расторгуется вниз. Это и касается каких-то боковых движений. Если рынок, например, большую часть времени залипает в верхнюю границу,
с большой вероятностью рынок все-таки пробьет эту верхнюю границу. Это и касается уровня. Если рынок, например, подходит к уровню, залипает к нему, уходит и опять начинает залипать, то с огромной вероятностью рынок пробьет этот уровень. Что в конечном это понимание мне дало? Во-первых, когда я видел залипание, то я с большей охотой открывал сделки в сторону этого залипания. Особенно это относилось к таким флетовым участкам рынка. Если рынок залипает к верхней границе, я более охотно, большим объемом покупал на движение к верхней границе. Поскольку я знал, что вероятность пробоя наверх очень большая, и это указывало на то, что у нас очень сильные покупатели, а значит, с большой вероятностью рынок и дальше пойдет наверх, и с большей вероятностью рынок пойдет к верхней границе. Более того, если мне повезет и рынок все-таки пробьет верхнюю границу, я смогу гораздо большим объемом здесь заработать. Также, когда рынок, например, здесь залипает, я старался сразу не заходить в продажу, потому что я понимал, что у нас очень сильные покупатели. Я старался дождаться здесь более серьезного какого-то импульса вниз, либо появления хорошего сигнала, но и также старался уменьшать здесь объем. Таким образом, за счет объема я торговал вот эту вот вероятность выхода. Это давало свои результаты, то есть здесь мне это во многом помогло. Я не могу сказать, что это прям вот панацея была от всех проблем, но во многом это помогло мне наращивать свой капитал. И опять же, меня не оставлял вопрос, что делать с выходами, как заработать непосредственно на этом пробое. Каждый раз я пытался ловить движение, например, вот здесь пытался купить в сторону пробоя и так далее. В итоге рынок подходил сюда, пилил, потом ушел, что-то, в общем, целая была головная боль. Я думал, я понимал, что есть выход с этого боковика больше в верхнюю сторону. Что мне делать? Как мне сделать так, чтобы мне заработать на этом выходе максимально много? Я пытался уже и на пробое, когда рынок, например, пробивает верхнюю границу, пытался заходить на пробое. Естественно, все это заканчивалось, понятное дело, чем рынок возвращался, продолжал опять пилить и так далее. И потом я понял, что мы никогда не можем сказать, когда произойдет пробой. Тайминги угадать невозможно. Потому что я ожидал, что если рынок залипает к чему-то, что вот он прямо сейчас пробьет. Нифига подобного. Тайминг неизвестен. Это может быть прямо сейчас, а может случиться через некоторое время. Все это указывает на наличие сильных покупателей в моем случае, но мы же не знаем, насколько здесь сильный продавец. Его выкупят, это вопрос времени. Но это может произойти как сейчас, так же и через неделю, мы не угадаем этого. Поэтому я и терпел фиаско, когда входил в пробой, когда я ходил в это прям в залипание заходил, я на этом терпел фиаско. И потом мне очень повезло, что мне попался более умный трейдер, более умный, чем я. Мне почему-то сразу даже это и в голову не пришло. И он мне сказал: зачем ты вообще пытаешься с Богом в кости играть? Ты же знаешь, что если у тебя рынок пробивает какую-то структуру, он всегда делает откат. Зачем тебе пытаться заходить раньше времени, ждать этого? Ты подожди откат и на откате зайди. Я не знаю, он, видимо, слова какие-то подобрал в тот момент, и мне стало как-то значительно проще после этого торговать. Я стал понимать, что да, если рынок здесь залипает, это хорошо, это означает, что рынок дальше пойдет вниз. А если после залипания рынок все-таки пробивает эту область, делает не откат с обратной стороны, примерно вот в этот диапазон, в середину вот этой волны большой. Вот у нас волна пробоя, и ждем откат примерно где-то в середину. Уже вот здесь я ищу сделку на продажу. Когда я стал это применять, у меня результативность в разы увеличилась. И интересно, что с этого момента прошло уже, наверное, лет 10. С момента, как я, собственно говоря, до этого дошел методом проб и ошибок, поисков бесконечных, консультаций и так далее, кучу денег, в том числе на эти самые консультации. Вот лет 10 я это использую и в неизменном виде, вот как я тогда это все изобрел, как я понял, как это нужно торговать. С того времени я это использую. И это до сих пор работает, это до сих пор приносит деньги. Все затраты, которые я уже испытывал на это, я уже отпил с лихвой, я думаю, раз в 1000 не меньше. Все это, конечно, дает идеальное место для входа, но нужно же еще поставить правильный стоп-приказ, тейк-профит и так далее. Я стал понимать, что этого все равно немножечко маловато.
и что здесь необходим сигнал. Что может быть в качестве сигнала? Нетрудно догадаться. Если вы подписчик моего канала, вы знаете, что в принципе всегда все одно и то же. Рынок должен подойти к этой области, сформировать серию небольших свечек с последующим импульсом вниз. Либо у свечек должны быть хвостики наверх и последующий импульс вниз. Либо должен появиться паттерн, например, поглощения. То есть бычья свеча, потом медвежья свеча, несколько раз больше. Бычий при этом ее поглощает. Или может быть потихоньку движение наверх, а потом последующий импульс вниз. В общем, любая серия свечей. На крипте еще бывает V-образный разворот, то есть есть пробой на небольшом временном интервале и появление колена в обратную сторону. То есть то же самое, только на небольшом временном интервале должно появиться. То, что я сегодня рассказал о пробое и в принципе его, вы можете торговать на любом временном интервале, но, пожалуйста, без дурки. Понятное дело, что на недельных графиках вы будете очень долго ждать сигнала и, скорее всего, напортачите раньше, чем на этом заработаете. Ровно то же самое, вряд ли это будет использовано там на секундных графиках, вряд ли это будет работать. Но с таймфрейма минутка и до дневки я это активно использую, и у меня это работает. Я подозреваю, что это в принципе везде будет работать, но опять-таки давайте без шизы. Кроме того, вам необходимо использовать несколько временных интервалов. Предположим, вы увидели эту формацию на 2 часах. 2 часа для начинающего вполне такой, мне кажется, самый оптимальный таймфрейм. Чтобы определить место для вашего входа, вам необходимо перейти на часовик или на М30. И там уже посмотреть сигнал. Сейчас я покажу несколько примеров с истории, но вы должны понимать, что я это беру не от фонаря, что это все мной лично торгуется. Вот здесь вы найдете ссылку, она приведет вас на плейлист с моей живой торговлей. Там я все это показываю, как торговать на реальном счете. И показываю ситуации, когда я, не зная истории, захожу в сделку. Но для вашего и моего удобства я сейчас это буду показывать на истории, и мы поторгуем это все на тестере. Рынок у нас формирует последовательное повышение минимумов, и поэтому формируется здесь такая наклонная линия. Кроме того, рынок формирует последовательное понижение максимумов, и здесь формируется вот такая наклонная линия. Обратите внимание, как рынок начинает залипать к нижней границе, тем самым показывая, что он все-таки хочет пройти дальше вниз. После этого происходит пробой. Здесь мы еще не заходим. Нам необходимо подождать откат в обратную сторону, вот здесь, в эту область, и увидеть сигнал на небольшом временном интервале. Обратите внимание, в качестве области я выделяю вот эту волну и ее середину. Область середины будет место, где рынок сделает откат. Перейдя на небольшой временной интервал, мы видим появление сигнала. Рынок формирует последовательное понижение свечей с последующим импульсом вниз. Также у свечей появляются здесь хвосты. Вот хвост, вот хвост, вот хвост. Это пример торгового сигнала, пусть и корявый, но тем не менее, для понимания и удобства рекомендую вам это все сфотографировать на смартфон, для того, чтобы в будущем потом к этому возвращаться, и у вас была бы какая-то шпаргалка в телефоне. Здесь появляется паттерн поглощения. Если помните, я схематично его рисовал. Вот бычья свечка с последующим медвежьей свечой, которая поглощает предыдущую. И происходит импульсное движение вниз. Это место является нашей точкой входа. Мы можем указать наш стоп-приказ за эту модель. А в качестве take profit можем выделить ближайший, самый крупный уровень. Вот этот уровень. В идеале ближайший крупный уровень выставить на высоком временном интервале. Тут он у нас сходится с небольшим временным интервалом, поэтому мы ставим сюда. Мы видим, как рынок дошел до нашего take profit, но, признаться честно, если бы вы следили в этот момент, вы бы вряд ли здесь вышли, вы бы оставили эту позицию и заработали бы гораздо больше. Следующий пример. Рынок формирует последовательное понижение максимумов, тем самым обозначает верхнюю линию. И последовательное повышение минимумов, тем самым образует нижнюю линию. На этом примере очень хорошо видно, зачем нам необходимо ждать теста с обратной стороны после пробоя. Поскольку когда мы ждем тест, рынок обычно в этой области должен замедляться. Здесь он наоборот ускоряется импульсом, и тут отсутствует наша точка входа. А значит, мы на этом как минимум не потеряли бы деньги. Рынок пробивает область в обратную сторону и теперь делает тест с обратной стороны. А значит, открывает нам возможность для заработка на продаже. Нам необходимо теперь открыть небольшой временной интервал. На небольшом временном интервале видим, как у нас сформировался сигнал. У нас появляется модель поглощения с последующим движением вниз. В данном случае стоп-приказ необходимо поставить за эту модель, это take profit, смотрим ниже.
В качестве тейк-профита будем использовать уровень с высокого временного интервала. Я его здесь обозначил. В этой области будем искать место, чтобы закрыть нашу позицию. Видим, как рынок вышел по нашему тейк-профиту. Забегая вперед, могу сказать, что на этом инструменте рынок пошел еще ниже. Давайте повторим все, что мы сегодня узнали. К сожалению, классический технический анализ не работает в том виде, в котором он пришел к нам. На современных условиях, перед тем, как рынок пройдет в ту или иную область, он вначале к этому уровню залипнет, после этого произойдет пробой, откат с обратной стороны. Если мы хотим на этом заработать, нам необходимо на небольшом временном интервале поискать точку входа. В качестве точки входа может служить сигнал. Не забываем всегда выставлять стоп-лосс и take-profit. Причем take-profit можно не ставить, если вы следите за рынком, а стоп всегда обязателен. Если вас интересует больше информации про трейдинг, а также стратегии и тактики, которые проверены лично мной и проверены временем, которые лично я использую, милости прошу на мои курсы обучения. С помощью нашего обучения вы, во-первых, составите и разработаете под свой рынок, под свой инструмент вашу уникальную торговую стратегию, которая будет учитывать все полностью, в том числе и ваш темперамент. Второе, научитесь понимать спрос и предложение, читать графики. Самое главное, получите рабочие инструменты, которые будут гарантировать вам источник заработка на финансовых рынках. Эти инструменты используют все успешные трейдеры, в том числе я и мои действующие студенты. Самое главное, вы получите пошаговую, продуманную систему обучения, с помощью которой изучите трейдинг без вот этих вот бесконечных просмотров вебинаров, роликов на YouTube и самостоятельного обучения. Любой профессиональный трейдер вам скажет самую главную фразу: самое дорогое обучение на рынке – это самообучение. Занимаясь самообучением, вы гарантированно будете терять деньги, потому что вам необходимо учиться, вы же не знаете, как торговать на рынке. Естественно, эти деньги вы будете отдавать рынку. Вместо того, чтобы отдавать эти деньги в пустоте, по стоимости 3-4 стопов вы можете взять мое обучение и перестать это делать, перестать бегать как белка в колесе, а начать в конце концов зарабатывать и делать правильные вещи, которые приведут вас к успеху. Мы работаем уже 7 лет, и сам факт существования нашей школы на этом промежутке, сам факт того, что я квал-инвестор, включен в реестр квал-инвесторов России, имею соответствующую документацию, имею аттестат Центрального банка, у нас есть лицензия на образование. Сам факт того, что мы 7 лет обучаем трейдеров, нас не лишили ничего, я не в бегах в Дубай, уже указывает на то, что вы будете получать грамотную, продуманную систему образования, которая выведет вас на прибыль. Ссылка на все находится в описании. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Зарабатывайте счастливо.